Сейчас я покажу вам, как сделать один из самых вообще вкусных сэндвичей, которые вы можете замутить у себя дома. Ну, собственно, кто под это видео будет кушать бутер с маслицем и с колбаской, ставьте пальцы вверх. Для этого рецепта мы возьмем самое сочное, нежное, классное, клевое мясо, которое может быть, растушим его в духовочке и сделаем офигенный соус кола барбекю. В качестве мяса мы возьмем говяжьи ребрышки. На самом деле вы можете брать не говяжьи ребрышки, а все что угодно на кости. Потому что когда кость с мясом растушивается, то она дает вот эту вот мощную мясную такую нажористость. То есть мясо на кости всегда лучше, чем мясо не на кости. Так, чтобы сегодня на съемочке стильного одеть. Так, что у меня тут в шкафу? У меня тут... Окей. Нет, ну это не... Не, народ, мне не нравится. Это фигня какая-то. Короче. Так, все майки.ру. Худеечки. Вот эта худейка с котиком. Заказать. Так. Подождем курьера. Бэм! Воу! Кстати, быстро доставляют. О, какой котик. Я такой стильный. Народ, зима близко, the winter is coming. Кто хочет чувствовать себя комфортно, тепло, мягенько и при этом стильно, само собой советую вам все майки.ру. Божественные принты на футболочке, на худи, там есть даже рюкзаки, ветровки, все что угодно. Есть даже котики на суши. Я, например, себе выбрал вот такое вот хлопковое худи, ну, немножечко оверсайзовое, потому что я люблю, когда вот все так сидит свободненько, практически тематика канала. А там есть любое все что угодно. Там от игр, от фильмов до аниме, там что угодно, слоганы. Можете свою картинку, вот так вот в своей картинке ходить, там есть все. Чтобы купить такое же супер крутое худи, переходи по ссылочке в описании и применяй, само собой, промокод на скидку. Все майки рулят. Само собой, находим пленку, она на ребрах практически всегда присутствует. Я думаю, что вы это видели в кулинарных шоу мега-миллиард тысяч раз. Поэтому просто берем ее полотенчиком и в одно движение, в идеале в одно движение, срываем. Сняли пленочку и давайте используем специи. Ну, по специям на самом деле смотрите сами, но я использую соль, перец, это понятно, а также я использую сладкую паприку и сушеный, именно сушеный чеснок. Это такой более-менее американский рецепт, они вообще всегда используют не чисто соль и перец, а именно ГСП, Garlic Salt Pepper. То есть как мы все солим и перчим, они еще всегда сушеный чеснок фигачат. Теперь заворачиваем во много слоев фольги, хотя бы в 3. Но он там, конечно, протечет все равно, но нужно, чтобы внутри было пространство для пара. И убираем в духовочку. Засовываем в духовку на 5 часов при температуре 100-120 градусов. То есть мы медленно томим наши ребрышки для того, чтобы потом можно было просто вынуть кости. Я знаю, многие пожалуются, скажут: ты что, офигел, ради бутера? Ради бутера 5 часов? Ну извините, хочешь вкусно кушать, умей и саночки возить. Лучше журавль в небе, чем полезать в кузовок. И всякое такое. Ну и да, собственно, вот вы видите уже заранее заготовленные ребрышки, которые я засунул, ну точно так же сделал и засунул 5 часов назад. А то вы что думали, что мы сейчас вот Саня будет мой оператор стоять, сидеть, и мы здесь будем 5 часов ничего не делать? Нет, само собой, я все с утра засунул, а теперь мы снимаем и достаем. Когда обсчитываете количество мяса и количество гостей, количество бутербродов, учитывайте, что из этого получается вот это. Да, кстати, если какая-нибудь тоненькая пленочка остается на ребрах, то ничего страшного, она на самом деле становится очень мягкой. Смотрите, ну то есть она мгновенно прожевывается, то есть вроде и пленочка, а вроде, смотрите, а вроде как бы и не пленочка совсем. То есть ее, конечно, можно теперь удалить, но нафиг это нам надо. Ну вот вы видите, сколько мяса, именно поэтому я и сделал 2 штуки, потому что, чтобы было что поесть. Ну, мясо отделяется достаточно легко.
Получается вот такая офигенно пахнущая божественная консистенция. Повторяюсь, я вот эти вот пленочки, ну их можно даже сейчас еще, если кусочки видите, если вас они бесят, убрать, но они реально супер мягкие, то есть вы не будете чувствовать, что у вас там в сэндвиче какая-то проблема из-за этих пленочек. Консистенция, ну, рваной свинины, только это божественная говядина с костей. Что по соусу? Соус состоит из супер простых ингредиентов. Это у нас кетчуп, это банка кока-колы, это немножечко уксуса, сахар, потому что сахара в коле не хватает для этого соуса. Вустерский соус, немножечко лимона и горчичка. Кому интересны супер точные граммовки, чтобы супер точно все получилось, по ссылочке в описании они есть. И, собственно, выпариваем все это дело до глазировочки. Выключаем до того, как все это дело барбекю-кола начнет подгорать. Консистенция примерно вот такая. А сколько добавить соуса в нашу рвяную говядину, я не знаю, советов давать не буду. Нужно, чтобы она такая увлажнилась, стала сочная и бешено вкусная. Багетик. И тут, собственно, хороший вопрос. Нужно ли из багетика вырывать мякушку, то есть вот эту вот мякоть? Я думаю, что особо нет, но если хотите, можете добавить больше начинки, вырвав вот этот мякоть. Хрустящие булочки, чтобы вы понимали. Овощи, сыр, зелень и прочее в этом бутере вообще не обязательны. То есть вот эта рваная говядинка с соусом — это все, что вам нужно. Но если хотите, чтобы было поинтересней, можно сделать так. Можно взять колечки лучка. Чтобы лук не особо был дерзким, можно его минуточек на 15 просто в воду засунуть. А в нашем случае листья салата нужны только, чтобы булка не так быстро промокала. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Никаких помидоров, никакого сыра. Сочная, влажная, мягкая говядина. Барбекю соус кока-кольный. Немножко лучка для хрусткости. Все, что нужно. В принципе, все это дело можно было бы поджарить еще с прессом в гриле, но мне кажется, это не нужно. Пробуем. Здесь нифига не нужно больше. Здесь не нужно ни помидоров, никаких добавок, ни майонеза, ни соусов. Мясо настолько сочное и мягкое. Единственная небольшая хрусткость вот этого лучка, типа хоть что-то, чтобы хрустнуло, помимо багета. Данный сэндвич получает, ну, 8 из 10 точно. Я почему ставлю некоторым сэндвичам 8 из 10? Потому что если что-то появится вкуснее, чтобы мне было куда отыграть. Но в целом никто от такого не откажется. Это очень вкусно. Супер нежная кисло-сладкая говядинка в
томатно-кока-кольном барбекюшном соусе. Ну да, многие еще в такой соус добавляют и просто барбекю соус, но я просто небольшой фанат конкретно покупного барбекю соуса, который с дымком, грубо говоря. Но можно сделать и так. То есть хрусткость лучка чек, сочность говядины и вот это нежное, вот когда, знаете, оно тушеное на костях, прямо когда с косточки, вот этот вкус сочного, вот мясной вот такой вкус чек. Ну и, собственно, ну, листики салата как бы пусть будут. 8 из 10 точно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. С вами был славный дружа Обломов. Всем пока.